Прежде чем начать работу, прошу обратить ваше внимание, что видео-мастер-класс разбит на несколько частей, так как видеофайлы очень большие и монтаж и загрузка требуют очень много времени. Для вашего удобства вы можете перейти во вкладку «Плейлисты» на моем канале и найти тот или иной мастер-класс отдельно в каждом плейлисте. Также под каждым видео есть ссылки на другие части данного мастер-класса и мои социальные сети. Дорогие друзья, всем большой привет, меня зовут Эдуард, и в этом видео я вам покажу, как вязать вот такую салфетку для сервировки стола крючком. Эту салфетку я вязал по фотографии из интернета, то есть схемы у меня нет. Как видел, так и вязал. Сначала я связал одну салфетку, просто попробовать, что у меня получится. И уже вторую салфетку я вязал вместе с вами в видео. Эта салфетка у меня получилась 37 сантиметров в диаметре. Вязал я ее крючком номер 4 миллиметра. Вязал эту салфетку я вот такой пряжей. Она больше похожа даже не на пряжу, а на какую-то веревочку, жгут или шпагат, я не знаю, но это хлопок. Толщина этой пряжи 600 грамм и 610 метров, то есть примерно 100 метров в 100 граммах. Достаточно толстая, но она тяжелая, потому что грубая обработка. Такую пряжу, я думаю, вы нигде не найдете, потому что я живу в Бразилии, и это бразильская пряжа. В странах СНГ, в России, Украине, Беларуси, Казахстане вы такую 100% не найдете. Но я даже не советую вам и вязать такой. Все-таки это тяжело. Я вам советую использовать пряжу. Я видел на просторах интернета, что в основном в наших странах вяжут такие салфетки такой пряжи, как Alize Bella Batik, пряжа детский хлопок от Пехорки и пряжа Гавайи. Для такой пряжи примерно подойдет такой же крючок, который использовал я, 3 миллиметра, 3,5, 4, в зависимости от вашей плотности вязания. Но вы можете вязать любой пряжей. Главное, чтобы это был 100% хлопок, потому что он лучше держит форму. Данную салфетку я заблокировал просто с водой. В этом видео я покажу в конце, как я ее блокировал. Вот, ну, вы можете блокировать и с крахмалом, и с раствором, с клеем ПВА. У меня видео есть такое на канале, вы можете найти блокировка салфеток с клеем ПВА. Размер данной салфетки варьируется от вашего пожелания. Вы можете связать как меньше, так и больше. В видео я рассказывал то, что раппорт данного узора, здесь количество столбиков в итоге должно делиться на 9, чтобы у вас получилась вот эта кайма. Вы можете связать как такой размер, хоть несколько метров вяжите, как вам удобно. В этом видео я постарался объяснить все более-менее медленно и близко к камере, чтобы вы смогли увидеть каждый мой шаг и повторить за мной. Но также в YouTube есть такая функция, как уменьшение скорости воспроизведения видео. Внизу на самом экране YouTube вы можете найти такую шестеренку. На нее нажимаете, и там можно изменить скорость воспроизведения как в быструю, так и в более медленную сторону. Также, если где-то я вяжу быстро, вы можете просто ставить на паузу. Провязали элемент, поставили на паузу. Провязали элемент, поставили на паузу. Кто-то вяжет медленнее, кто-то вяжет быстрее. Под всех подстроиться, извините, я не могу. Я сам, когда учился вязать, я вязал таким способом. Провязал пару петель, нажал на паузу. Пара петель, нажал на паузу. Ничего, все живы-здоровы, зато теперь мы умеем красиво вязать. Вот я вам покажу эту салфетку поближе. Вот какая она получается. Толщина. Но это все-таки зависит от вашей пряжи, какой вы будете вязать. Она вся из обычных элементов, не рельефных, но при этом у нее такой вид, как будто она рельефная. Вот так эта салфетка выглядит с изнанки. То есть она абсолютно аккуратная со всех сторон. Первый раз после того, как вы завершите вязать, я советую все-таки заблокировать салфетку, а в дальнейшем после стирок вы уже можете просто гладить ее утюгом. Она не сильно ажурная, не рельефная, поэтому не обязательно постоянно ее блокировать. Но все-таки первый раз я вам советую заблокировать, чтобы все петельки стали на свои места, салфетка растянулась и была более-менее большого диаметра. Если ее не блокировать, не растягивать, она, естественно, будет немножечко поменьше. Но по желанию, если вы хотите, вы можете просто по завершении погладить ее утюгом, и она будет тоже совершенно ровная. Стирать вы можете как руками, так и в стиральной машине.
ничего с этой салфеткой не случится. Я стирал в стиральной машинке на обычном абсолютно режиме. Скатерти кружевные, которые у меня огромные, по 2 метра в диаметре, ничего с ней не случилось. Тем более ничего не случится и с такой маленькой салфеткой. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что в принципе я все сказал. Если вдруг у вас будут возникать какие-то вопросы, обязательно задавайте мне их в комментариях. Я постараюсь ответить и помочь, как смогу. А теперь давайте приступать к работе. Я надеюсь, это видео будет для вас интересным и полезным, и у вас все получится. Итак, для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Что это такое? Вот я беру нить, кладу вот так на 2 пальца, придерживаю, оборачиваю и здесь скрещиваю, придерживаю сзади. Вот у меня получился крест такой. Теперь я беру крючок, под первую нить вставляю, а вторую вытягиваю. Вот у меня образовывается здесь петля, и я в нее, в эту петлю, цепляю нашу рабочую нить и уже вытаскиваю в эту петлю. Все, пальцы вытаскиваем, у нас вот такая петля получилась. Называется скользящая петля, магическое кольцо, кольцо амигуруми, много разных названий. Еще раз показываю. Берем нить, кладем вот так на руку, на 2 пальца, оборачиваем сзади, здесь скрещиваем, придерживаем. Вставляем под первую нить крючок и вторую нить вытаскиваем. Вот у нас здесь образовывается петля, и в эту петлю мы цепляем нашу рабочую уже нить, аккуратно пальцы вытаскиваем, придерживаем, и в эту петлю уже протягиваем нашу рабочую нить и немножечко затягиваем. Все, вот наше кольцо получилось. Итак, в это кольцо нам нужно провязать всего вместе с воздушными петлями подъема 15 столбиков с одним накидом. Первый столбик я заменяю 2 воздушными петлями подъема. Вот эту петельку, которую я уже сделал, я ее посчитаю как первую петлю. И еще одну воздушную петлю я делаю. Вот, у меня получилось 2 петли. И теперь еще в это кольцо выполняем 14 столбиков с одним накидом. Накид. И теперь в это кольцо выполняем столбик с одним накидом. Вот у меня здесь уже 2 столбика. Я считаю воздушные петли как один. И вот второй. Опять накид. В это кольцо столбик с одним накидом. Накид, опять столбик с одним накидом сюда же, в это же кольцо. Все, таким образом сейчас в это кольцо вяжем всего 15 столбиков. Раз, воздушные петли, и 14 столбиков с одним накидом. Итак, я провязал 15 столбиков. Считаю. Воздушные петли раз. И пошли столбики. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Теперь вот этот наш хвостик, мы его затягиваем. Сильно очень не тяните, иначе вы его вообще порвете. Все, затянули. Теперь соединяемся не во вторую воздушную петлю подъема. Первая вот у меня она здесь спряталась. Во вторую не соединяемся. Соединяемся сразу в первый столбик. То есть воздушные петли подъема мы уже в самой работе, как за столбик, не считаем. Просто мы поднялись и все. Считай, этого столбика нет. Вот этот хвостик я кладу, обратите внимание, сверху рабочей нити сюда, чтобы сейчас его здесь замкнуть. И в самый первый столбик с одним накидом вставляем крючок, цепляем нить и уже соединяемся вот так сразу соединительной петлей.
Теперь этот хвостик я сейчас буду вот так в работу вплетать, ввязывать, чтобы его не обрезать. Но если останется, но я думаю, что ничего не останется, можно уже обрезать. И он спрячется там. Итак, приступаем к следующему, второму ряду. То есть, еще раз объясняю, воздушные петли подъема мы за столбик не считали. Мы провязали, получается, всего 15, но теперь забыли. То есть у нас 14 столбиков здесь. Теперь во втором ряду нам нужно сделать прибавку в каждый столбик. То есть в каждый столбик мы вяжем по 2 столбика. То есть у нас было 14, теперь будет 28 столбиков. Делаем воздушные петли подъема 2. И сюда же, в этот же первый столбик, выполняем 2 столбика с одним накидом. Накид. Столбик с одним накидом. Накид. Еще один, второй столбик с одним накидом сюда же. То есть воздушные петли подъема мы не считаем за столбик. Мы их просто подняли и все. Пусть они здесь будут. И теперь в каждый столбик мы вяжем по 2 столбика. То есть вот 2 еще провязали. В следующий вяжем 2 столбика. Раз. Второй. Опять накид. В следующий столбик опять 2 столбика. И сейчас в конце ряда я вам еще расскажу, для чего нам эти воздушные петли подъема делать, если мы с ними не работаем. Сейчас я провяжу до конца и вам покажу. И вы сейчас вяжите самостоятельно по 2 столбика в каждый столбик предыдущего ряда. То есть вот посчитайте, у нас было 14 в предыдущем. И теперь здесь будет 28 без воздушных петель. Забываем про них. Итак, вот я провязал второй ряд. Обратите внимание, у меня в каждом столбике предыдущего ряда выполнено по 2 столбика. 2 столбика, 2 столбика. И все это в один столбик. То есть я здесь провязал 28 столбиков плюс воздушные петли подъема, которые мы не считаем. Вот у меня. Вот они, первые воздушные петли подъема первого ряда. Но мы же их не считаем. Вот мы соединились в первый столбик и в него выполнили вот воздушные петли и еще 2 столбика. То есть, грубо говоря, 3, да? Воздушные петли и 2 столбика. Но мы эти петли не считаем. И все, и пошли по 2 столбика в каждый столбик. И теперь точно так же. Вот я выполнил в последний столбик. Вот последний столбик. И в нем 2 столбика. Здесь уже вот это идет наша соединительная петля и начало ряда. Теперь вот она, первая воздушная петля спряталась здесь. И вторая воздушная петля. Но мы соединяемся уже в сам следующий столбик соединительной петлей. Вот. И таким образом у нас здесь все закрыто. То есть нету здесь дырки. Если бы мы сделали воздушные петли и еще один столбик, и воздушные петли посчитали как столбик, то есть у нас было бы уже 2 воздушные петли и столбик. И далее уже пошло 2 столбика в следующий, 2 и 2 и 2 и 2 и 2. А так как у нас здесь 3, грубо говоря, да, посчитаем, 2 столбика и 3 петли, он у нас здесь лишний, и дырки у нас нет. Если бы мы не сделали воздушные петли и еще 2 столбика, у нас был бы здесь зазор. Ну, это особо ничего страшного, но так выглядит лучше. Теперь приступаем к третьему ряду. Опять выполняем 2 воздушные петли подъема, которые мы за столбик не считаем. Теперь, если в первом ряду мы делали по 1 столбику, во втором ряду мы делали, уже удвоили, в каждый столбик делали по 2, теперь у нас здесь 28 столбиков. Теперь в этом ряду мы будем делать прибавку. Если здесь делали прибавку в каждый столбик, здесь будем делать прибавку в каждый второй столбик. То есть вот наша прибавка первого ряда. 2 столбика. Прибавка, двойной столбик, называйте как хотите. Прибавка. То есть в первый столбик из этой прибавки мы вяжем просто 1 столбик.
А вот во второй столбик прибавки мы делаем опять прибавку. Накид, то есть делаем 2 столбика в этот столбик. Напоминаю, воздушные петли мы не считаем. Это для того, чтобы не было зазора. Сделали в первый столбик 1 столбик, а во второй столбик прибавки мы сделали 2 столбика. Опять, вот у нас идет следующая прибавка. 2 столбика. В первый столбик прибавки мы вяжем 1 столбик, а во второй столбик прибавки мы вяжем 2. Опять у нас идет следующая прибавка. Вот она, 2 столбика. В первый столбик вяжем 1. Во второй столбик вяжем 2. И вот так повторяем до конца ряда. 1, 2, 1, 2, 1, 2. И таким образом у нас в каждом ряду прибавляется по 14 столбиков. Если в первом у нас было 14, здесь у нас уже 28, здесь у нас уже сколько, с математикой я не дружу, 42, да? 42 столбика. Вот, все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Столбик, прибавка, столбик, прибавка.